гости нашего канала. Мы находимся в Древнем Иерусалиме, на Илионской горе. За мной все достопримечательности основные. Сейчас мы туда спустимся и покажем и расскажем вам об этом древнем городе. Если вы хотите поехать в Иерусалим самостоятельно, не нужно бояться трудностей или незнания языка. Не обязательно знать иврит, достаточно несколько слов на английском языке. Израильтяне – люди отзывчивые, обязательно помогут. Кроме того, в Иерусалиме вы встретите соотечественников и русскоязычных израильтян. Возможно, вы не сэкономите много средств, если решите ехать в Иерусалим самому, а не с группой гидов, но зато побываете именно в тех местах, где вам хочется, и сможете без суеты и шума долго оставаться наедине со своими мыслями и в одухотворенной обстановке храма. В этом заключается преимущество самостоятельной поездки в Иерусалим. Сегодня мы побываем в церкви Успения Пресвятой Богородицы. Это греко-православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, пещерный храм Гефсимании над гробницей Богородицы, где по преданию апостолы погребли Деву Марию. Свои права здесь имеет также армянская апостольская церковь. Совершают богослужения и иные христианские конфессии, кроме католиков и протестантов. Дело в том, что западные и восточные ветви христианства по-разному трактуют само Успение Богородицы, взятие Девы Марии в небесную славу после завершения ее земных дней. Евангелие гласит, что умирающий на кресте сын поручил Святую Матерь заботам любимого ученика апостола Иоанна, но Писание ничего не говорит о том, как именно умерла Мать Христа и где она погребена. Догмат католической церкви таков: по завершении земной жизни тело и душа Богородицы были взяты в небесную славу. Считается, что это произошло на горе Сион, там, где теперь стоит аббатство Успения. Имела ли место физическая смерть Марии? Вопрос открыт. Восточная же христианская традиция утверждает, что Мария умерла естественной смертью. Предание рассказывает, что в Богородице явился архангел Гавриил, который предупредил ее об окончании земных дней. Перед смертью Мария захотела увидеть апостолов, и они, рассеянные по миру для проповеди Евангелия, на облаках были перенесены в Иерусалим. Мирно скончавшуюся Марию апостолы похоронили в гробнице, где уже покоились ее родители Иоаким, Иоанна и супруг Иосиф обручный. Отсутствовал только апостол Фома. Он пришел в Иерусалим на третий день и попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Марией. Камень отвалили, внутри обнаружили только погребальные пелены и ощутили дивное благоухание. Лестница приводит в нижнюю церковь, частично высеченную в скале. За много веков стены здесь потемнели от ладана, с потолка свисает множество лампад. Часовня с гробом Богородицы невелика, но туда можно войти. Гроб представляет собой неровную каменную плиту. Предание гласит, что на нее было положено нетленное тело Пречистой. Иерусалимская гробница Богородицы – не единственное место, которое предание связывает с захоронением Марии. Существует версия, что последние годы жизни Богоматерь провела в Эфесе, на территории нынешней Турции. Там располагается святыня, именуемая Домом Девы Марии. Еще одно место, которое мы посетили, это православная церковь Святой Марии Магдалины. Полное название – Гефсиманская женская община с храмом Святой Марии Магдалины. Расположена в Гефсимании на нижнем склоне Илионской горы. Однопрестольная церковь была построена в 1885 году.
по распоряжению императора Александра III в память о его матери, императрице Марии Александровны, небесной покровительнице которой была равнопрестольная Мария Магдалина. Русский участок Гефсимании, часть древнего Гефсиманского сада, был приобретен в 1882 году по инициативе начальника русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином Капустиным. Великое освящение храма состоялось во время празднования 900-летия крещения Руси в 1888 году. Участниками этого события были великие князья Сергей Александрович и Павел Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. Именно здесь, в Святой Земле, она приняла решение перейти в православие. Архитектура церкви Святой Марии Магдалины выдержана в новорусском московском стиле, с шатровой колокольней с 7 традиционными луковками куполов, маковками и кокошниками из бело-серого иерусалимского камня. Церковный пол выложен цветными мраморными плитами. Иконостас храма сделан из белого мрамора и украшен орнаментом из темной бронзы. Иконы и росписи на стенах и куполах церкви Святой Марии Магдалины принадлежат кисти известных российских живописцев Василия Верещагина, Сергея Иванова, Корзухина, Соколова и Сорокина. Мощи великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, расположенные в отдельных раках по обе стороны от алтаря. Первоначально, после перенесения из Китая, они были погребены в крипте церкви в соответствии с волей великой княгини. После канонизации княгини и инокини в лике святых 1 мая 1982 года их мощи были перенесены в храм. Добраться можно пешком от Львиных ворот, идя в сторону дороги на Иерихон, мимо церкви Святого Стефана и гробницы Богородицы, церкви всех наций, и за ней первый поворот направо. Также можно добраться на автобусе номер 99. Часы работы с 10 утра до 12 дня. Кошка, видишь, как балдеет. На этом наше путешествие не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет вам правильно спланировать ваш отдых, и вы посетите Иерусалим. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!